Мои дорогие зрители, обратите внимание, специально выхожу на улицу. Темно, видите, солнце еще не взошло. Но мой муж уже не спит и что-то готовит. Вы видите, сколько много лука, это говорит, сколько много перца. Значит, готовить он будет большую порцию. Не на одного человека. For how many people you want prepare food? На сколько? 10 to 12. Говорит, 10, 12, а может даже 15 человек. You not eat, na? Да, я не буду. 15, Мгм. okay. Ну, где-то 12 человек. Завтрак готовят пора. На большую компанию. Я видео не снимала, потому что тоже помогала Параму. Вот завтрак, который мы приготовили для группы волонтеров. 2 minutes, подождите, 2 минуты. Засекай, да. Всем привет, друзья! Меня зовут Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Прежде всего, я хочу вас познакомить с вот этим мужчиной. Знакомьтесь, это Ракеш Бай. Ракеш Бай – лидер группы волонтеров, примерно 10-15 человек, жителей нашего поселка Матаран, делают наш поселок чище. Я чуть позже вам расскажу все в подробностях. Это великие люди. Я уже запыхалась, потому что мы очень спешим попасть на объект до того, как солнце начнет палить. Пока еще раннее утро, нужно все успеть. Значит, друзья, небольшая предыстория. Вы помните, не так давно, примерно неделю назад, мы компанией вместе с Бавином устроили пикник и расположились на одной из прекраснейших точек обзора. Hut Point называется. Помните, я обратила свое внимание, это понятно, и ваше внимание тоже обратила на то, какая там грязь, какая красота, и тут же сколько много грязи, сколько много пластика, сколько много оберток, сколько много мусора там было. И я пожаловалась тогда Бавину. Ну, я действительно расстроилась. Знаете, для многих индийцев это не столь важно. Для меня это как ножом по сердцу. Ну, действительно, да. Сколько я здесь живу в Индии, но к грязи так и не привыкла. Особенно, когда я вижу это в таких вот красивых, необыкновенных местах. Вот. И Бавин мне тогда рассказал в тот день, что, оказывается, у нас в Матаране есть группа волонтеров, которые убирают именно вот в таких вот труднодоступных местах. Да, у нас есть, конечно же, в Матаране дворники, уборщики, мусорщики, как их здесь называют. Но они в основном убирают только центральные улицы. Привет, друзья, my dear friends. Today Clean India. Я приветствую всех наших зрителей. Сегодня мы специально присоединились к группе волонтеров. Мы будем вместе делать Индию чище. Моя жена во время локдауна убирала мусор в джунглях Матарана каждый день во время вечерней прогулки, но мало кто об этом тогда знал. Сейчас мы не просто будем убирать, но и снимать процесс на видео. Лидер нашей группы Ракеш Бай тоже будет снимать. Он поделится в своих соцсетях. Мы должны подавать правильный пример. Широкая огласка должна привлечь других людей, которые тоже начнут следить за чистотой Матарана. Матаран – это джунгли. И не просто джунгли, а заповедник. Особенное тихое место, где отсутствует транспорт, загрязняющий окружающую среду. Несколько лет назад Матаран был признан самым чистым местом в штате Махараштра. Мы должны постараться сохранить этот статус. Сегодня мы будем убирать на Hut Point. Это одна из красивейших точек, но там валяется очень много пластика, такого вредного для нашей планеты. Good morning. Доброе утро. Этот мужчина убирает рядом со своим рабочим местом. Very good. Говорит, не только рядом со своим рабочим местом, но и вокруг тоже он убирает, чтобы было чистенько везде. Молодец. Я знаю, что многие считают, ну и комментарии мне иногда попадаются такого плана, мол, Наташа, зачем ты рассказываешь о своих добрых делах? Это нужно делать тихо, не нужно хвастаться, не нужно из этого делать какое-то шоу. Ну, а я так не считаю, я действительно знаю, что особенно здесь, в Индии, нужно подавать хороший пример. Здесь культура такая, да, здесь особенно вот то, что касается мусора.
Здесь с давних времен было принято выбрасывать мусор себе под ноги. Ну, даже там остатки еды или вот как раньше, допустим, ели, вместо тарелок использовали листья банана, там, какие-то другие листья. Это все бросалось под ноги, потом под палящим солнцем оно высыхало или съедали животные, коровы священные, например. Ну и, в общем, эта привычка осталась. Только вместо листьев сейчас люди стали использовать тарелки, пластик, одноразовые тарелки. И тоже вот так вот все это под ноги выбрасывают. Многие не понимают, насколько это большая проблема. И ладно, день прошел, и ладно, это меня не касается. Ну, а мы хотим показать действительно пример, чтобы люди оценили. И на самом деле, да, я сказала, что для многих индийцев это не проблема, там сесть где-то покушать, когда вокруг куча грязи. Но в то же время люди здесь ценят чистоту. Сколько раз я всегда за этим наблюдаю, всегда слышу, как отмечают такой вот момент, что ой, там так красиво, так замечательно мы провели время, и там так чисто. Ценят чистоту. Но вот мало кто хочет что-то прикладывать свои силы для того, чтобы соблюдать эту чистоту, не убирать, ну или хотя бы не мусорить. Oh. No, maybe I don't know. Bottles are all plastic. अन्ना किधर जा रहे हो? Pavel, यार all bottles are all. ओनली बॉटल Я ничего не оставляю. Там будет, Артур, такой выбор. Надо вот тут. Я не пойду туда. बॉटल ये नहीं है ये डाल ये सब प्लास्टिक का You also feel Yeah. Tom, In the very nice nature here, I want to make a... Ash, be careful. अन्ना you Да ты же у тебя нет мусорного бака. Давай уже как раз таки тут. Oh my God. I'm not very... Arthur, be careful. mom coming there wait Come here. Oh, mama. wait My wait. God, very hard work, mama. What happened? I also want like you Бавина попросила, чтобы он повторил, а то он не на камеру сказал, пора, может, говорит, мол, я тоже, говорит, хочу себе такую жену, которая работает, не боится испачкать руки. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा फोर्ट आहे, किल्ला आहे. Чатрапати Самор Шиваджи, Апарадистай, это национальный герой Индии. Ганешаца Вот, посмотрите, статуя форт эти. Шиваджи. Они А вот рядом ас с фортом Чатрапати статуя Шиваджи Махараджа Ганеши. Джаянти. Сегодня у нас Они особенный Джаянти день, Джаянти. день рождения Они Чатрапати Сарва Шиваджи. Мы Мандалани, пришли Маза на Гау, Маза субботник Паряваран, в знак уважения и Бавин, преданности нашему на защитнику. И сейчас я хочу прокричать в его честь. स्वच्छता अभियान राबवत छत्रपति शिवाजी महाराज की Jai. जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी. जय 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 शिवाजी Jai, 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 Bhavani. Так, ну а сейчас, мои дорогие, мы добрались как раз до того места, откуда все началось. Буквально неделю назад мы расположились здесь вместе с друзьями под кронами деревьев, в тенечке, да, все удобно, комфортно, замечательно. Ну, как вы поняли, по огромному количеству мусора это место облюбовали не только мы. Посмотрите, сколько много здесь грязи. Вы помните? Я снимала на видео, какой у нас шикарный стол был, сколько угощений, но вот мне даже кусок в горло, как говорится, не лез. И хоть я и улыбалась на камеру, и не только улыбалась на камеру, и друзьям мне не хотелось подавать вида, но на самом деле для меня большое значение имеют вот эти вот эстетические моменты. На аппетит, так скажем, отражается. Смотрите, сколько здесь мусора. Я туда не спускаюсь, я здесь вот уже убираю, вот видите, мы здесь вместе с Артуром, ну как, я сейчас снимаю видео, сейчас выключу и тоже подключусь. Мужики выбрасывают сюда мусор нам, ну а мы с Артуром уже его сортируем и укладываем по мешкам. Там, конечно, внизу опасно, можно подскользнуться, ну, я
Не хочу собой рисковать, и Артуром тоже. Мужчины более опытные, они знают. У меня был уже когда-то в детстве, ну не как в детстве, господи, лет 20 мне было, в молодости. Такой вот момент был, когда я хотела сделать красивую фотку. Вот, посмотрите, как люди убирают эту местную территорию. Тут когда-то жил Шиваджи Махарадж. Посмотрите только, какие красоты. Мы находимся на Hut Point. Самая крутая point в Матеране. Но, к сожалению, она очень-очень грязная. Поэтому мы собрались всеми силами, большую группу собрали и решили убрать эту Hut Point, как мы сможем. А пока что насладитесь, как мама, посмотрите, как мама убирает это все. Сейчас. लेफ्टी बॉलर असतो ना Да? No. Dogs come. Yes. Security. Good. Наша охрана. Я говорю, тяжело, даже налегке подниматься в эту гору. Непросто. А с таким мешком подавно. Боже, какая красная. Все, друзья, делюсь с вами. Результат нашего труда. Вот наша цель выполнена. Посмотрите, сколько много мусора, сколько много мешков мы собрали. Да, люди многие ходят в лес собирать грибы или ягоды, а мы в этот раз ходили за мусором удачно. Сейчас мы находимся на панорамной площадке. Собственно, здесь мы оставим мешки с мусором. Сюда уже придут люди, которые официально работают, официально убирают наш Матеран. Они их заберут и дальше сортируют и утилизируют. Вот. Ну а у нас сейчас привал. Кто хорошо поработал, тот заслужил вкусный завтрак. Вот всей нашей компанией дружной мы сейчас поедим. Напоминаю, Парам готовил этот завтрак, но я, конечно, ему помогала. Здесь поха и эг-бурджи. Яйца с луком, помидорами и другими специями. Вот такие вот у нас угощения. Ну и, конечно, паф. Паф, такие вот булочки сдобные. Меж нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Апканам? किशोर ये माथेरान मेरा Меня गाँव है। зовут Кишор. Матеран – это мой родной дом. Я вместе со своими друзьями стараюсь сделать его чистым. उसके सामने माझं नाव करण आहे माथेरान हे जगातील सर्वात मोठं पर्यटन Здравствуйте, меня зовут Каран. Матеран для меня – это особое место. Здесь свежий, чистый воздух, а вот пластик, он наносит огромный вред природе и растениям. И мы с друзьями рады убрать весь этот мусор, особенно сегодня, в этот особенный день.
स्वच्छ ठेवण्याचा Так, и вот еще Раджеш Бай. Раджеш Бай, how many years before you start clean India? Сколько лет назад ты приступил к уборке Матерана? 5-6 इंस्टॉल हो गया 5-6 years 5-6 лет назад. Thank you, спасибо. Спасибо вам большое, ребята. Бавин, also thank you, big thank you. Спасибо вам большое. Вы подаете очень хороший пример всем остальным. And Бавин, you want to say something? Ты тоже хочешь что-то сказать? ऐसे राकेश एंड मित्र परिवार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके अपने गांव के लिए इतना स्वच्छता अभियान कर रहे हैं. आपण सर्वजण माझं गाव माझं पर्यावरण Сегодня Я мы, жители Матерана, проявили неравнодушие к месту, где мы Шиваджи живем. Махараджа Однажды, Джаянти, много лет назад, я Я просто Джаянти сидел с Дина друзьями на пикнике, посмотрев вокруг Аз себя, आम्ही बरेच увидел वर्ष кучу झाले мусора. В माथेरानमध्ये, тот момент я решил бороться с этой पर्यावरण स्वच्छता проблемой. अभियान राबवतो. Матеран – это туристическое पण место, Матеран уникальная हे горная जगप्रसिद्ध станция. И पर्यटन нам स्थळ आहे. надо всегда помнить об этом и постараться сохранить природные богатства. आपल्याला Еще такой सर्वांना важный जपलं момент – पाहिजे. 99% матерановцев आणि зависят माथेरानचं от पर्यावरण туристов. हे Я, अबाधित например, राहिलं устраиваю पाहिजे. прогулки на यासाठी лошадях. आम्ही И सर्व если не будет मित्रमंडळी туристов, я प्रयत्न просто не करत смогу असतो. прокормить свою семью, своих Матеран лошадей. И так हे почти असं каждый पर्यटन स्थळ आहे, местный. Поэтому нам पर्यटनावरती- нужно сохранить पर्यावरणावरती привлекательность Матерана для туристов. पर्यटन Люди должны अवलंबून- приезжать अवलंबून आहे. сюда, आणि наслаждаться पर्यटनावरती чистой आम्ही सर्व природой и कष्टकरी लोक хотеть вернуться पोट भरत снова. असतो. Еще я надеюсь привлечь наши власти к проблеме загрязнения. Я рассчитываю, что лидеры Матерана в скором будущем примут новые законы, ну, например, запрет на пластик внутри Матерана. Тогда природа скажет нам спасибо. А сейчас я говорю спасибо вам. Анна, это Парам, Бавин, Мадам, это я, Артур. Спасибо, что присоединились к уборке. Спасибо за огласку. Спасибо за вкусный завтрак. Думаю, что в следующий раз на уборку придет еще больше неравнодушных людей. В Индии определенная каста занимается уборкой мусора. Профессия передается по наследству. И хоть это и низшая каста, многие индийцы из более высоких каст не прочь были бы оказаться на их месте из-за льгот и высокой зарплаты. Не каждый индиец, даже с высшим образованием, сможет устроиться на работу на госслужбу с зарплатой 30-40 тысяч, а то и больше в месяц, с выходными, а главное в будущем получать хорошую пенсию. Так что быть уборщиком в Индии для многих это несбыточная мечта. Ну и, как видно, они еще и не особо перетруждаются, оставляя кучу мусора для нас, для волонтеров. Еще такой момент. Если бы власти внедрили новые современные технологии в систему уборки и утилизации отходов, Индия смогла бы быстро справиться с огромной проблемой загрязнения в стране. Но этому процессу мешают мусорщики, заявляя, что в таком случае часть из них останется без работы за ненадобностью. В 2014 году премьер-министр Индии Нарендра Моди начал общенациональную кампанию по очистке страны от мусора и обеспечению туалетами всех домов. На своем примере министр показал, что подметать общественные места – это не стыдно. По всем телеканалам страны показывали Моди с метлой в руках. Он решил изменить отношение людей к мусору. Также он привлек кинозвезд и других популярных людей. Появилось много последователей, но, к сожалению, даже сейчас большинство индийцев считают ниже своего достоинства прибирать за другими. Дома они держат прислугу и считают, что грязная работа – это дело неприкасаемых, а они из высшей касты. Во время пандемии мы каждый вечер всей семьей выходили прогуляться в джунглях, чтобы не сойти с ума от вынужденной изоляции. Тогда мы обошли весь Матеран. Я брала с собой мешок и на обратном пути подбирала мусор. Парам поддержал меня вместе с Артуром. Мне было приятно, я испытывала наслаждение от проделанной работы, вокруг становилось чище, но потом пандемия закончилась, пошли туристы, и я стала видеть, как они идут по главной дороге, где на каждом шагу мусорные баки. Они выбрасывают обертки себе под ноги.
Я видела, как на смотровых площадках они стоят, любуются пейзажем, делают селфи и тут же радостно кидают пустую пластиковую бутылку вниз, как будто там мусорная яма. Скажу вам честно, что после всего увиденного мне стало до того обидно. Люди такие же, как и я, приезжают сюда насладиться природой в наш чистый Матаран, но им даже лень чуточку пройтись, чтобы выбросить этот мусор в урну. А почему я должна за ними убирать? Напишите свои мысли на этот счет. Ну а я, как видите, все-таки переборола свою гордыню и продолжаю делать мир вокруг себя чище. Don't do this. Good. Bhavan, good message. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.